is to create other leaders. Это создавать других лидеров. So how many people here have some shy distributors? У меня вопрос. У скольких из вас есть застенчивые дистрибьюторы? They don't have any self-confidence. У них нет уверенности в своих силах. They're afraid to speak in public. Они боятся выступать перед открытыми аудиториями. But if they're going to be a leader, Но если они собираются когда-либо стать лидерами, they're probably going to have to give a meeting sometime. то в какой-то момент им наверняка придется провести встречу. Probably do a training. Может быть, провести тренинг. Probably give out an award. Может быть, даже выйти просто на сцену и вручить приз или получить приз. And they don't have the skills to do it. И у них сейчас нет навыков для того, чтобы это делать. So a lot of people think you have to be brave to be a public speaker. Многие люди считают, что вам необходимо быть обязательно храбрым человеком для того, чтобы быть публичным оратором, публичным лектором. You don't. Это неправда. All you need to do is know what to say and what to do. Все, что на самом деле необходимо, это знать, что сказать и знать, что делать. So you're going to teach your new distributors Вы будете обучать ваших новых дистрибьюторов how to have the confidence тому, как обладать уверенностью, to stand up in front of their friends, как создать в себе уверенность для того, чтобы однажды встать и выступить перед своими друзьями, to stand up in front of a meeting, и выступить перед открытой аудиторией, to stand up in front of a large group. встать и выступить перед большой группой людей. And they're going to ask you, И они вам зададут такой вопрос. how do I do it? Как это сделать? And what are you going to say? И что же вы скажете? Oh, just be brave. Просто будь храбрым. Just get on stage. Just go and do it. Yeah, just get on stage, Да, выйди на сцену. turn red, Да, просто стань красным. cry. Да, заплачь прямо тут. Well, we're going to help them with some skills. Ладно, мы им поможем с некоторыми навыками. Now, you can teach almost anybody to be a public speaker. Вы на самом деле можете очень быстро научить практически любого человека стать публичным оратором. But a lot of times you want to start them off really small. Но очень часто начинается все с маленьких шагов. So maybe all they have to do is introduce somebody. Может быть, все, что им потребуется сделать, это просто кого-то представить. And after they've introduced people for a couple meetings, И после того, как они представляют людей, просто выходят на сцену и представляют людей на протяжении нескольких встреч, they may have enough confidence to give their testimony. может быть, у них появится наконец-то уверенность в своих силах для того, чтобы выйти и уже что-то рассказать самому. Or to talk about a product. Или поговорить о продукции. Or to share a little bit how to plan. Или, может быть, немножечко поделиться тем, как работает маркетинг-план. But you have to give them confidence. Но вы должны дать им уверенность. So why are people shy when they get up to speak? Почему люди стесняются, когда они выходят на сцену для того, чтобы выступить? Why are people afraid? Почему люди боятся? Чего они боятся? Two really big reasons. На самом деле существуют две очень большие причины. Number one, Номер один. I'll forget what to say. Ой, я забуду, что же я там скажу. I'll stand up here with a blank look in my face. Вот я тут буду стоять по центру сцены с таким тупым выражением лица. I won't know what comes next. Я не помню, что дальше надо говорить. Everybody will laugh. Все надо мной начнут смеяться. That's a real fear. На самом деле это достаточно реальный страх. I had that fear when I got started. И когда я начинал выходить впервые на сцену, честно вам признаюсь, у меня был этот страх. Here's the second fear. Но вот еще есть один страх. What if I'm bored? А что, если я скучный до ужаса? What if I say it's not very interesting? А что, если то, что я скажу, не будет очень интересным? And while I'm talking up here, И вот когда я здесь буду стоять и говорить, people start mumbling and talking among themselves. люди начнут переговариваться друг с другом, шептаться. They'll ignore me. Они начнут меня I'll be игнорировать. humiliated. I'll be humiliated. Меня начнут унижать этим. That'll be ugly. Это будет уродливо. So how do we get rid of those two fears? Вопрос, как избавиться от этих двух страхов? I'll show you a little technique. Я вам сейчас покажу одну маленькую технику. Sometimes I have to do a meeting, Иногда мне приходится проводить встречу, and it's like the entire crowd is blue. и у меня создается такое впечатление, как будто вся вообще группа людей, вся аудитория, они сплошные синие.
I say, oh, come on, please get started. Я начинаю говорить, ну ладно, давайте уже начнем, давайте начнем. Come on, please have a seat. Ну, пожалуйста, давайте сядем на свои места. Let's get quiet so we can А давайте start. замолчим, чтобы мы начали уже, могли начать. Nothing works. И ничего не работает. So here's what I do. Вот что я делаю. I tell them what happened during break. Я начинаю им рассказывать историю того, что произошло во время перерыва. So in a real quiet voice, Очень спокойным, тихим голосом. I simply start telling the group what happened during break. Я начинаю им рассказывать историю о том, что произошло во время перерыва. And you know what happened during this break? Вы знаете, что произошло во время этого перерыва? It was amazing. Это был удивительный перерыв. During this break, I went to the toilets. В этот перерыв я пошел в туалет. When I closed the door, Когда закрыл дверь, you won't believe what I вы не saw. поверите, что я увидел. Inside, Внутри. all right, now I have everybody's Ладно, attention. теперь все уже внимательно меня слушают. Да? And that's exactly what I do. И вот это именно то, чем я занимаюсь. Вот это именно я и делаю. Вот таким образом. When you tell a story, Когда вы рассказываете историю, magic happens. происходит какое-то волшебство. Here's how you overcome your fear of public speaking. Вот как можно преодолеть ваш страх перед публичными, перед открытыми выступлениями. Tell a story. Расскажите историю. Here's what's nice about a story. Вы знаете, что здорово в историях? You always know what comes next. Вы всегда знаете, что там будет дальше. You're never so nervous that you don't know what happens next. Вы никогда не будете нервничать по поводу того, что, как вы вспомните, что же там дальше было в истории. So I can ask you all, Поэтому how did you get here today? я могу вам задать просто один вопрос. Всем. Вот как вы сегодня приехали сюда? Well, I left the apartment. Ну, я вышел за порог. I got the bus over to the train. Я сел в автобус или там. I took the train. Я на поезде еду. Then I grabbed a taxi over here. Потом вышел из поезда, схватил And that's how I got такси, доехал до этого. Вот так я сюда приехал. You know what comes next in Вы everything. знаете, что происходит дальше в этой истории? How many people here have a boyfriend or girlfriend? У кого из вас есть друг или подруга? Or a husband or wife? Или жена, муж? Do you know how you met them? Вы помните, как вы с ним познакомились? Да. So halfway through the story, Вот примерно посередине истории somebody interrupts you. кто-то вас прерывает. You still know how to go back and continue. Вы до сих пор знаете, что там дальше происходило в этой истории. Вы можете в любой момент вернуться и продолжить. When you tell a story, you always know what comes next. Когда вы рассказываете историю, вы всегда знаете, что произойдет дальше. What's the second fear they have? Какой еще второй страх у нас есть? That they won't be interesting. Что эти истории не будут интересны. How many people remember being in school? Кто из вас помнит свои школьные годы? You had the teacher up there giving a boring lecture. У вас был обязательно в школе учитель, который, как правило, вел уроки очень скучно. Был такой учитель? The following are 32 reasons why. Там 33 причины, почему. Capitalism will not work or will work. Не работает, или не будет работать. But when the teacher told a story, Но когда учитель прерывался и начинал рассказывать историю, it got interesting. вдруг все становилось интересным. You remembered stories. Вы запоминали истории. How many people here remember stories from your childhood? Кто из вас помнит историю из вашего детства? Okay. Хорошо. So the second part is you're interesting whenever you tell a story. Дело в том, что вы интересны, когда вы рассказываете историю. Помните об этом. So we tell our new distributor, Поэтому мы рассказываем нашему новому дистрибьютору. I'm going to ask you to come up here and speak. Я хочу, чтобы ты вышел сюда и начал говорить. But don't have him speak on the 15 secret ingredients. Но, пожалуйста, не заставляйте его рассказывать о 15 сверхсекретных ингредиентах. Just have him tell a story. Просто попросите его рассказать историю. And that way they won't be nervous because they know what comes next. И вот таким образом вы сделаете что? Они перестанут нервничать, потому что они будут прекрасно знать, что дальше следует. And that way they can build confidence to speak. Вот именно таким способом можно развивать их уверенность перед публичным выступлением. Now you're all leaders. Вы все лидеры. You're all brave. Вы все храбрые. How many people here are really brave as a public speaker? Кто из вас действительно храбрый в качестве публичного лектора? Я. That would mean the rest of us that didn't raise our hands Остальные, кто не подняли руки, are not so brave.
Наверное, это значит, что вы не очень. So if you're not so brave, Если вы не очень храбры, you have to speak in public, и вам необходимо выступать перед открытыми аудиториями, do this. сделайте вот что. Just tell a bunch of stories. Просто начните рассказывать истории. You can make your whole opportunity meeting one story after another. Вы можете превратить вашу вообще встречу по предоставлению возможностей в коллекцию историй, которые идут одна за другой, за следующей и так далее. You can start off by saying this. You can start off by saying this. Вы можете начать со следующих слов, например. Let me tell you about the company. Давайте я вам расскажу про компанию. When my sponsor first told me about it, Когда впервые мой спонсор рассказал мне о ней, here's what happened. вот что произошло. And then the company president came to town. А потом приехал президент компании в наш город. I sat in the back row. Я сидел в дальнем углу зала. And let me tell you about our first product. И давайте теперь я вам расскажу о первом продукте. When the product arrived at my house, Когда этот первый продукт появился на пороге моего дома, I opened the box. я открыл коробку, I took one tablet. взял одну таблетку I grew 10 centimeters taller. и на 10 сантиметров выросла. I looked 14 years younger. На 14 лет помолодела. My spouse didn't recognize me. И мой муж меня даже не узнал. And everybody in the neighborhood came to look. Everybody in the neighborhood came to look at me. И все в районе услышали об этом и начали проходить мимо, чтобы просто посмотреть. And let me tell you about the compensation. А теперь расскажу вам о маркетинг-плане. When I got my first bonus, Когда я первый раз получила свой бонус, I примерно, went down to the shopping mall. я первым делом направилась куда? And you won't believe В what I bought. магазин, супермаркет. Вы не представляете, что я там видел. Now, is that more interesting than this? У меня вопрос, это намного интереснее, чем? Let me tell you about the company. Позвольте мне рассказать о компании. We had this much sales in 1992. В 1992 году наш товарооборот составил... That's boring. Это скучно. So you can become a terrifically interesting speaker Вы можете превратиться в невероятно интересного лектора, by just telling a story. оратора, просто рассказывая истории. How many people here remember the four colors? Кто из вас помнит 4 цвета? Do you realize when I talked about the four colors, Вы помните, что когда я разговаривал, говорил о 4 цветах, I talked about lots and lots of stories. я рассказывал это при помощи большого количества историй. So you'll become an interesting speaker that everybody loves Вы превратитесь в интересного лектора, которого любят абсолютно все, just by telling stories. просто рассказывая истории. But sometimes as a leader, you're called up here Но иногда, как лидер, вот вас вызывают сюда to get an award для того, чтобы получить какой-то приз or to say something или сказать что-то, and you're not prepared. и вы не готовы. So we have a little exercise for you to try. И вот мы сейчас сделаем одно упражнение, заготовлено специальное упражнение, которое я бы хотел, чтобы вы попробовали. So how you'll never be nervous about being called up in front of a group. Это упражнение сделает так, что вы никогда не будете нервничать перед большой группой людей. We're going to pick a subject, Мы сейчас выберем тему, and all you have to do а все, что вам необходимо будет сделать, is think about some story that sort of relates to the subject. это вспомнить какую-нибудь историю, которая каким-то боком относится к этой теме. So let's say that you gave me a subject. What subject would you give me? Давайте предположим, вы мне дайте тему какую-нибудь. Какую тему вы мне дадите? Weather. Погода. Say, Big Al's going to come up here and talk about the weather. Итак, сейчас выйдет на сцену Большой Эл и будет говорить о погоде. So I'm thinking, oh, I don't know anything Я about the выхожу, weather. начинаю говорить, господи, я же ничего о погоде не знаю, какой ужас. I don't know how it works. Я даже не знаю, как она там работает. I got to think of a story. Я должен срочно придумать историю. So when I landed at the airport yesterday morning, Я же вчера утром приземлился в аэропорту, I stepped outside the plane. вышел из самолета, I said, what's this white stuff on the ground? и вот смотрю я на пол, и смотрю на землю, и тут какая-то белая гадость лежит. We don't have this white У stuff on нас the этой ground. белой штуки в Техасе нет. Seems kind of cold. Смотрю, она какая-то холодная. I wonder if it's ice cream. Мне просто интересует, это может быть мороженое. But it wasn't. Но это было не мороженое. And you know what else I noticed? Вы знаете, что еще я заметил? I needed more coats. Мне требуется больше одежды здесь. All right, give me another subject. Ну, дайте мне еще какой-нибудь пример, тему. Почему он большой Л? Ой. Я вам расскажу потом. Why everybody calls you Big Al? Но это отдельно план. Well, actually, I have a story about that. Но вообще-то у меня есть история. That's an easy one.
Она очень простая. How many people would like to know the real reason they call me Big Al? Кто из вас хочет знать настоящую причину, почему люди зовут меня Большой Эл? It's not obvious. Это не очевидно, разве? Well, years ago, Несколько лет назад, about 30 years ago, I hired a man named Al. примерно 30 лет назад, я нанял в свою команду человека по имени Эл. Everybody called him Big Al. И все его звали Большой Эл. He was a part-time minister. Он был миссионером, то есть он в свое свободное время занимался миссионерской деятельностью. And I hired him to do some training for my download. Он проповедовал, и я его нанял для того, чтобы он проводил тренинги для моей структуры. So we had a meeting that Saturday. И вот однажды в субботу у нас проходит встреча. We had about 900 people. Примерно 900 человек. He came and did a training. Он пришел, провел это мероприятие, провел тренинг. People loved it. И люди просто обожают его. They stood, they cheered. Они просто стояли, аплодировали, там овации громогласные. 2 weeks we had another meeting. 2 недели спустя у нас еще одна встреча. We had a different group of about 900 people. И примерно опять собрал 900 человек, но это была уже другая группа людей. He did the training again. И он проводит тренинг снова. People loved it, Людям это очень нравится, but a few people were there before. но несколько людей уже были на этом тренинге раньше. And they noticed that some of the stories changed a little bit. И они замечают, что некоторые истории, которые он рассказывал, немножечко изменились. A few weeks later, we had another training, Но следующие, через 2 недели, опять у нас тренинг. and people noticed the stories changed again. И люди вдруг замечают, что истории опять изменились. Well, here's what happened. Вот что произошло. It turns out that Big Al, Выяснилось, что Большой Эл, everything he said changed. все, что он говорил, постоянно менялось. And he would exaggerate. Он преувеличивал. If you said, I know how to play tennis, Если бы вы сказали, я знаю, как играть в теннис, я умею играть в теннис, he would say, well, I won the tennis championship in my state 3 years ago. и он бы сразу вам сказал, что я в своем штате выиграл чемпионат штата по теннису 3 года назад. If you were to say hi, Если бы вы хотели сказать, hi, hi, если бы вы хотели ему сказать привет, he would say, well, I invented the Russian language. он бы сказал, что я вообще-то изобрел русский язык. So whatever you said, Поэтому, что бы вы ни сказали, he had a story about у it. него была история заготовлена. And unfortunately, И, к сожалению, none of the stories were true. выяснилось, что ни одна из этих историй не была правдивой. So I had to fire him. Мне пришлось его уволить. So later on, Некоторое время спустя